Нам, как пользователям компьютера, в самую последнюю очередь интересно физическое состояние файла на диске. Нам интересно его содержание. Конкретное положение файла на поверхности диска нас тоже не интересует. Нам важно найти быстро файл на жестком диске. На сегодняшний день систематизация является наиболее общим и универсальным способом для того, чтобы упорядочить информацию и получить возможность быстрого доступа к ней. Систематизация предполагает создание групп. В одну группу объединяют объекты, в нашем случае файлы, связанные друг с другом по какому-нибудь принципу, и помещают эти файлы в одну папку. Идея размещать информацию в папке тоже не является новой. Она широко используется при хранении информации на бумажных носителях, в библиотеках, архивах, в делопроизводстве, предприятий и организаций. В реальной жизни документы складываются в папки. Папки складываются в другие, более крупные папки, а потом папки размещаются на полках шкафов. В помещении устанавливаются ряды шкафов. Это связано с тем, что объем папки из бумажных документов не может быть очень большим. Человек просто такую папку не поднимет. В компьютере нет ограничений на размер папки, поэтому там нет понятий «полка» или «шкаф». Вместо этого используется один и тот же прием группировки или объединения объектов – папка. Принцип устройства объекта типа папка позволяет считать папками и реальные физические объекты, такие как весь жесткий диск, да и весь компьютер целиком. Физическим ограничением на объем папки является емкость жесткого диска. Это ограничение не на количество файлов или других папок в рассматриваемой папке, а на суммарный объем информации, записанной в файлы. Суммарный объем файлов, размещенных на жестком диске, не может превышать емкость жесткого диска. Мы будем смотреть на файлы и папки, расположенные на жестком диске, при помощи программы «Проводник». Программа «Проводник» визуально представляет на экране компьютера список файлов, упорядоченных в иерархическую структуру при помощи папок. Список или перечень каких-то однородных предметов также часто называется словом «каталог». Посмотрим на состав информации в нашем компьютере при помощи программы «Проводник». В настоящее время программа «Проводник» старается быть наиболее универсальной, поэтому представляет информацию в виде нескольких иерархических структур. Так как понятно, что одни и те же объекты в списке можно сгруппировать разными способами и выстроить несколько иерархических структур. Рассмотрим традиционную структуру, которая привязана к носителям информации. Программа «Проводник» показывает объекты, то есть файлы и папки. На экране демонстрируется название объекта и картинка, связанная с типом объекта – файл или папка. Обычно жесткий диск любого компьютера обозначается символами C двоеточие. Это общепринятое название жесткого диска. Иногда жесткий диск имеет и другие дополнительные названия в соответствии с техническими решениями производителей. Папка открывается двойным щелчком левой кнопки мыши. На экране появляется список объектов в составе папки или каталог папки. В адресной строке появляется название открытой папки с цепочкой старших объектов в иерархической структуре. Объекты типа папка можно продолжать раскрывать. Объекты типа файл можно рассматривать при помощи специализированных программ, не программы «Проводник». Чтобы вернуться обратно на предыдущий уровень иерархии или закрыть папку, надо нажать на стрелку, направленную вверх, которая находится слева от адресной строки. Картинка, которая связана с типом файла, может рассказать об объекте больше, чем уникальное имя объекта. Программа «Проводник» дает возможность выбрать наиболее удобный и информативный вид каталога объектов. На вкладке «Вид» в разделе «Структура» можно выбрать один из 8 способов представления каталога. Сейчас у нас способ типа «Список». Вот как выглядит этот каталог при способе «Крупные значки» или при способе «Таблица». На вкладке «Вид» в разделе «Текущее представление» можно изменить элементы представления, например, порядок объектов в списке, отсортировать по названию или по дате.
Можно добавить на экран другие свойства объектов или наоборот удалить некоторые столбцы со свойствами. Программа-проводник предоставляет много других возможностей для работы с информацией, размещенной на компьютере. О самых важных и необходимых возможностях я буду рассказывать на следующих уроках.